Всем привет! Сегодня идем на не очень известный пик Ариэль. От входа в ущелье Горельник пошли вверх по ущелью. Прошли поляну, Орлиное гнездо и дальше также продолжили путь по хорошо натоптанной тропе вверх по ущелью Горельник в сторону озер Титова. Затем отвернули вправо и поднялись на перевал Трапеция Южный высотой 3250 метров. Спустились с него, поставили палатку и в тот же день сходили на пик Ариэль. Прошли всего около 2 километров и поднялись на гору. Ее высота 3435 метров. С него открывается очень красивый вид. Правда, мы практически ничего не увидели из-за плохой погоды. Вышли на поляну, погода портится, прогноз сегодня дождь с грозой. Впереди гора Часовая, идем в ее сторону. Прошли 2,6 километра, дошли до края поляны и теперь будем переправляться через речку Горельник. Лавина наворотила тут делов в отщелке, где водопады Горельника. Снесла указатель. Первый водопад. Благодаря лавине даже верхний водопад, верхняя часть его видно. Поднялись на Орлиное гнездо. Да, 3,5 километров уже прошли. Орлиное гнездо. И задерживаемся. Идем дальше. С водой на этом маршруте никаких проблем. Мне кажется, на человека по пол-литра хватит. И пополняться. Везде встречаются ручьи, речки. Истребиночка оранжевая. Красивый цветочек. Из тумана показалась Трапеция, перевал Трапеция. Но нам туда сегодня не надо. Кстати, он на картах сейчас я видел обозначен как перевал Трапеция Нижний. Вот нам надо на перевал Трапеция Верхний. Это где-то еще километр до подножия перевала. Такой сильный дождь начался. Ветрюган прям сумасшедший. Он как раздувает накидку на рюкзаке, как она парусит. Прошли 5 с лишним километров, дошли до развилки на перевал Трапеция. Как я уже говорил, он на картах OpenStreetMap сейчас обозначен как Трапеция Низкий. Так же, как я раньше говорил, мы на него не идем, а идем дальше. В сторону перевала Трапеция Высокий. Виден пик Титова вдали. 6 километров. И здесь поворот налево. Очень удобный маршрут на гору Часовую. Совсем немного подниматься. Нашего перевала пока не видно, но видна Марена в сторону Титова. Гора Кумбельтау. Она раньше называлась Трапеция. Она действительно похожа на геометрическую фигуру трапецию. И на советских военных картах обозначена как Кумбель. Сейчас сворачиваем с тропы на озера Титова. Перейдем Горельник. Ну, это громко сказано, перейдем. Перейдем русло. Здесь сделаем привал и начнем подъем на перевал.
Где-то около 200 метров высоты надо набрать. На речке сделали привал. И что-то после привала так тяжело идется. Вверх на перевал. Вроде по более крутым подъемам сегодня поднимались. Видимо, высота, усталость. Уже высота 300. Нам осталось набрать около 150 метров высоты. Хорошо виден перевал справа. Но чтобы на него подняться, надо заложить дугу. То есть идем прямо и потом сделаем петлю. Выход на перевал. Трапеция, высокий. Оттуда поднимались. Таким путем, очень крутой подъем здесь. И на этом камне сделали поворот. Вышли на хорошую тропу. За 5,5 часов поднялись на перевал Трапеция, высокий. Высотой 3290 метров. Прямо напротив пик Терешковой. Наш пик Орель не виден. Он левее, в этом же хребте Терес-Бутак. Кумбельтас. Пик Титова. Моренные озера Титова не видно из-за морен. Перевал Титова. Пик Память. Манжелка, Медик, Приборная, Кызылтау. Ну, это такое неофициальное название. И заканчивается все на пике Медик. С этого перевала последний раз спускался 10 лет назад. Тропа также, естественно, билась серпантином вниз. Но была гораздо более удобная. А сейчас она какая-то вся разбитая, размытая. Очень неудобно спускаться. Внизу ущелье Казачка. И впереди пик Терешковой. Валентины Терешковой. Первой женщины-космонавтки. И инициаторши обнуления. Спустились с перевала. Сейчас себе будем место для стоянки, для бивака искать. Ну, примерно знаем, где. Из низовья в Казачке поднимается туман. Так романтично, так красиво. Сейчас нас накроет. Зато и бзыки все исчезнут, эти кровопийцы, кровососы. Это ущелье, что Горельник, что Казачка, прям богатые на них. Ну и сейчас их период, они где-то до середины августа обычно. Ну а днем они до 6 вечера, потом у них рабочий день заканчивается, они уходят по своим норкам или где они там ночуют. Накрыл нас туман. Зато ни одного слепня не любят. Бежит туман. Верховье Казачки. Табун лошадей. Отмахиваются от слепней. Они здесь зверствуют. За 6 часов 20 минут, пройдя 8,2 километра на высоте 3160 метров. Кстати, вон перевал, Трапеция, высокий. Туда спустились. Возле ручейка поставили палатку. Сейчас будем обедать. Далеко от нас пик Терешковой. И дальше вниз пошло ущелье Казачки. Отсюда не виден пик Кумбель, заслоненный этой горой. У нас обед. Бутерброды с
ржаным цельнозерновым хлебом на закваске домашнего приготовления с котлетками курино-кабачковыми, баклажаны с помидорами, запеченные с сыром, и сливовый пирог. Всем приятного аппетита! Сейчас 16:20, пообедали и решили прогуляться в сторону горы Орель. Дойдем, не дойдем. Вообще планировали рано утром. Может, повезет и сегодня поднимемся. Позади остался наш миниатюрный базовый лагерь. Мы поднялись на гребень. Если была хорошая погода, отсюда было бы видно гору, но все в тумане. Сейчас пик Орель. В тумане не видно, все обложило. Такой дождичек немножко моросит, но ненадолго, видимо, сейчас кончится. Такая картина вниз по ущелью Казачки. Прямо впереди виден пик Орель. Пик Орель в тумане. И дождевой фронт там идет. Но мы все равно пойдем. Дождевики есть. Вышли к месту, где каньон Казачки сходит на нет. И здесь сейчас где-то полезем наверх. Поднялись с ручья на пригорок. Сейчас вот такую дугу опишем. Так. И по южному гребню поднимемся на пик Орель. Я думаю, здесь самый оптимальный путь. Погода, конечно, не очень. Не знаю, увидим мы что-нибудь с него или нет. Но будем надеяться. Но сомневаюсь сильно. В облаках Терешкова. Мы пришли оттуда. Слева Трапеция, Кумбельтау. Дальше массив пика Титова. Поднялись на южный гребень пика Орель. Слышно, как шумит Кумбельсу внизу. Но больше ничего не видно. Хотели посмотреть на Баун, тут такой густейший туман. А пик вот он впереди. Скалистый такой выступ. Чуть-чуть прояснилось. Виден водопад Кумбельсу. Но это я его так называю. Круто падающий вниз. После селя там образовались гигантские оползни. А какая красота. Видим Кумбельсу. Надеемся, что и Бау увидим. До вершины уже осталось совсем чуть-чуть. Вот так мы пообедали с запозданием и пошли, решили сходить, а не утром, как планировали. А я по молодости подошел аж туда. Не знаю, пальцем правильно показываю. И там очень обрывисто. Громадные осыпи. Начался ливень. Я бегом сюда спустился и вот здесь вот скатился тоже под молниями, сильным ливнем в ущелье Кумбельсу. За час, пройдя 2 километра от нашей стоянки, в ущелье Казачки, поднялись на пик Орель. Видно только Кумбельсу. Бау не видно. Есть надпись, подтверждающая, что это пик Орель. Также не видно пик Советов, к сожалению. Все в тумане. Видно Кумбельтау. Кумбельтау именно вот эта гора. Не Шишка. Шишку сейчас называют Кумбельтас. Сейчас все сильнее еще туманом окутывает. Айфон показывает высоту 3435 метров. То есть он по высоте такой же, как Терешкова. Так что Терешкова не самый высокий пик в хребте Тересбутак. Но одинаково с пиком Орель. На вершине в камень монтирован старый советский геодезический знак.
Думали, сейчас распогодится. Снимем виды в сторону Бау. А нет. Уходим. Надо спуститься к ужину. Пик-Орель. Очень интересная гора. Добавил 3D анимацию, показывающую вид с пика Орель при хорошей видимости. Виден пик Терешковой. Конечно, Большое Алматинское озеро. Множество пиков. Скалистый, Турист, Алматы-Алагир, Озерный, ну и, конечно, пик Советов. Его видно примерно так же, как с пика Терешковой, но поближе. Туман, туман, сплошной туман. Очень жалко. Хотелось так полюбоваться, отсюда такой вид грандиозный на Советов. Ну, вместо него вот белая мгла. Перевал Друза. Спускаемся с Ореля. Тут уже вовсю грохочет гром. Наверное, мы не успеем дойти до палатки, пока начнется. Мы взяли с собой дождевики. Так что проблем не будет. Спускаемся с пика Орель. Сейчас уже все обложило. Молнии уже так рядом бьют. И приличный дождь уже идет. Над Кумбелем более-менее солнечно. А там, где наша палатка, там тоже дождичек сейчас идет. Или на горе ждали, что распогодится. Оно вроде и стало улучшаться, а оно наоборот. И вот эти как раз минут 30-40, которые там сидели, мы не успели дойти до палатки. Сейчас вообще хороший ливень, еще гроза такая, молнии прям рядом. И опять дождь. Да еще какой сильный ливенюка. Видимо, мы притягиваем дождь. Ну что поделаешь, ну хоть успели на гору сходить. Правда, почти ничего не увидели, ни по пути толком, ни с нее, но мы были на ней. У нас приключения. Сейчас ливень идет. А палаточка-то у нас старая, ей 18 лет уже. Скоро поменяем. С 7 до начала 11 лил такой проливной дождь с ветром. Настоящий шторм. Палатка выдержала. Хоть и старенькая. И давал спать, естественно. И ночью еще поливал. Но уже такой, без грозы. Но довольно-таки сильный. Утром опять тоже был небольшой дождь. И еще, наверное, будет. Просушиться, конечно, нам не удастся. Сейчас позавтракаем. Соберемся и траверсом выйдем на нижний трапеции и вернемся домой. Хорошо, что вчера вечером все-таки сходили на гору Орель. На ручье вчера был небольшой паводок. Он помутнел весь. Но пришлось набрать воды. Была вообще коричневая. Поставил на ночь, отстоялась. Но не пригодилась. Это было на всякий случай. Сегодня с утра уже вода чистая в ручье опять. Завтрак в палатке, так как на улице немного моросит. Овсяная каша с черникой, с топленым маслом, бутерброды с сыром, кофе
сушками и с курагой, и с изюмом. Завтракали, собрались. Сейчас 8 часов 15 минут. И уходим. Побыстрее уходим к теплу. Поднимаемся на трапецию. Совсем не трудно. Ну, практически были на этой высоте. Мы были на высоте 360 и, по-моему, этот перевал тоже примерно такой же высоты. Погода все такая же пасмурная, но благо нет дождя. Через полчаса, совсем без напряга, поднялись на перевал Трапеция. Низкий. Ну там как-то внизу получше, чем в нашем ущелье Казачки. Ну да. Здесь мы уже будем идти не в тумане, а под облаками. Но тоже пасмурно. Суровые сегодня верховья Казачки. Там вдалеке, в тумане, место нашей стоянки. Вообще через этот перевал, по-моему, проще идти на пик Орель. Расстояние примерно такое же, но легче. Ну, на 100 метров меньше надо высоту набирать уже. Это о многом говорит. Спуск с Трапеции. Здесь так резко тепло стало. Скоро будем раздеваться. Спустились с Трапеции. Нырнули под облака. Все эти туманы над нами. Речка Горельник. Остатки лавины. Сейчас пополним запасы воды. Отсюда уже где-то 5 километров до Малоалматинского ущелья, до конца Горельника. Перевал далеко вверху. Здесь всего 2 километра. И действительно, этот путь на Орель, если пойдете на Орель, лучше идти, мне кажется, через Трапецию низкий. Или через первую Трапецию. Тут немного и длиннее получается. На метров 700, наверное, 500. И высоты больше набирать. Но есть разница.